Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно инженера, да непростого, который находится в колонии, Этьен Дорн. Да, будем говорить про то, как его открывать, что он умеет, ну и так далее. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. Прикол-то весь в том, что как бы... Он открывается, ну, там несколько этапов имеется. Первое — это Лиз Райдер. Нужно прокачать с ней отношения до 4, и потом она даст вам о нем, так сказать, инфу. Касательно Лиз Райдер есть видео на канале в плейлисте с инженерами. Но на всякий случай, если не забуду, я оставлю подсказочку где-нибудь здесь, либо в описании под видео касательно этого инженера. С ней тоже проблем никаких особо не будет. Далее. Вот наш Этьен Дорн. Вы узнали об Этьене Дорне от Лиз Райдер. Вы можете воспользоваться услугами Этьена Дорна, поскольку получили Федерации пилотов торговый ранг агент или выше. А вот сейчас давайте поговорим по поводу этого. Если вкратце, торговый ранг качается за счет торговли. Но, допустим, вы купили одну единицу там за 1000, да? Потом продали ее за 5000. Вам пойдет в плюс, в ранг именно 4000, то есть прибыль. И вот чтобы переходить с этапа на этап, с ранга на ранг, нужно, чтобы у вас было больше прибыли за всю историю ваших, так сказать, продаж. Что получается в итоге? Смотрите, вот сейчас я покажу вам на вики данную инфу. Вот наш торговый ранг, нищий 0, полунищий 5000 кредитов, мелкий торговец 100 тысяч кредитов, 800 тысяч кредитов. То есть вам нужно наторговать так, чтобы в прибыли у вас было 800 тысяч кредитов. На самом деле это ни хрена немного. Это совершенно спокойно можно сделать, там, выбрав там один торговый маршрут и просто сделать, это даже, наверное, заход. Это немного. Конечно, дальше уже много, но вот этого можно добиться, там, не знаю, за 10 минут, даже с нуля. Даже там чуть ли не на стартовом корабле. Так что по этому поводу, ребята, не волнуйтесь. Касательно гайда по торговле через определенные маршруты и так далее, все это, естественно, имеется на канале. В описании тоже на рассылку кинули подсказку. Идем дальше. Так, что этот дядька требует дальше? И да, естественно, когда вы летите в колонию, заранее продумайте тот момент, то, что вам придется возить различные штуки инженерам. То есть... Вы, конечно, можете купить грузовой стеллаж здесь и не париться, но берите корабль хотя бы размера Крайта Фантома или Анаконду, чтобы с чем можно было много завести за раз инженером. Но это да ладно. Этьен Дорн, продолжаем. Вы выполнили первоначальный контракт, доставив 25 спасательных капсул с пассажиром. А вот это, ребята, уже может выбить вас из колеи, потому что тут, ну, могут быть некоторые проблемы у вас, скажем честно. Давайте-ка сначала разберемся, что это такое и где это достать и в каких количествах. Особенно в колонии. Начнем, конечно, через внутриигровые механики. Что касательно спасательных капсул. Спасательные капсулы обычно изготавливаются из исключительно прочных и термостойких композитных материалов. Такая капсула способна защитить одного члена экипажа в случае уничтожения корабля. Окей. Приобретение. Спасательные капсулы можно найти в космосе в различных сигналах, допустим, место крушения, катастрофы и так далее, там они будут. Или в интересных местах на планетах, таких как поселения, склады, разбившийся корабль. Для этого нам нужен, естественно, подробный сканер поверхности. И, ребята, не на каждой планете будет такой сигнал, к сожалению. Далее, продажа. Спасательные капсулы с пассажиров можно сдавать в поисково-спасательной службе на станции через раздел «Контакты». Ну вот, служба космопорта. Спасательные капсулы с пассажирами можно продать на черном рынке тоже. Но, ребята, прикол в том, что нам нужно 25 единиц. И я вам скажу так. Можно, конечно, это дело искать через сканер ФСС, сигналы, наземные сигналы и так далее. Но если вы хотите подробное видео касательно этих вещей, то пожалуйста. Но я вам покажу наиболее простой способ, чтобы, так сказать, не растягивать данное видео, потому что искать придется, ну, довольно так, ну, нормально. В колонии так уж точно. В данном случае мы поступим гораздо наиболее простым способом. Каким? Это Инара. Если вы не знаете, как сделать Инару на русском языке, то спускайтесь вниз и прожимаете русский язык, никаких проблем. Далее, нам нужны товары. Заходим в товары, поиск товаров. Ищем то, что нам нужно. Ищем букву S. Спасательная капсула с пассажиром. Выбираем. Система, в которой мы находимся, нажимаем поиск. Лучший импорт — это где продать, лучший экспорт — это где купить. Но нам лучший экспорт не особо нужен, потому что тут расстояния могут быть показаны совершенно рандомно, хотя вот есть 9 световых секунд и 22 тысячи. Нас такое не интересует. Просто нажимаем экспорты и сортируем по расстоянию. Вот, пожалуйста, кто-то продает 200 штук, обновлено 10 часов назад.
34, а нет, 26 штук, 34 световых года. Нормально. Выбираем, летим на этот болтоносец и закупаемся в размере 25 единиц. Естественно, копируем, вставляем это дело в навигацию. Карта галактики, пожалуйста. Сюда, сюда, сюда. И отправляемся. Ну а тут все как на станции. Что в Одиссее, что в Горизонтах. Услуги корабленосителя, потребительский рынок. И покупаем. Спасательный капсул с пассажиром. Ну, пожалуйста. И никаких проблем, и можно лететь к инженеру после того, как вы получили ранг и так далее, и вы уже здесь, в колонии. Ну вот, собственно, станция, на которой находится данный инженер. Давайте-ка смотреть, что у нас тут он может нам предложить. А предложить, ребята, он может нам много. Заходим в мастерскую инженера и читаем. Эйвен Дорн был ведущим инженером в области создания щитов в Kraken Shield Specialistic. Он все еще делится своими разработками с бывшим работодателем, однако перед этим, как правило, предлагает продукт частным клиентам. Растущие успехи позволили Дорну расширить его сверх современную мастерскую. Теперь он работает в окружении роботов, идеально запрограммированных, согласно его пожеланиям. Так вот, он модифицирует распределитель питания, сканеры, системы, силовые, сенсоры. И давайте посмотрим все. Распределитель питания, естественно. Причем высокоемкий, быстрозаряжающий. На движки, ну, стандартно. На все. И это круто. Далее, сканеры поверхности, опять-таки, пожалуйста. До 5-го грейда с увеличенным радиусом сканирования зондов, а это тоже неплохо. Это очень сильно помогает в сканировании планет. Далее, рельсы он делает в 5 гаек. А это неплохо, ребят. Это очень неплохо. Далее, ускоритель плазмы в 5 гаек также. По всем гайкам. Вообще, что хочешь, то и ставь. Естественно, экспериментальные эффекты тоже. Сканер содержимого каким-то образом он тоже делает. Причем сканер дальнего действия, широкоугольный, быстрый сканер, защищенное прочее, усиленное прочее, облегченное. Ребята, это просто что-то с чем-то. Далее, система жизнеобеспечения он делает также, получается, в 5 гаек. Да, как раз таки. Да. Я бы здесь, естественно, зафиксировал облегченную. Далее, силовые установочки также делает. После чего следовые сканеры, ну то есть сканер следа и сенсоры. Ребят, ну это просто что-то с чем-то. Инженер, конечно, ну прям чуть ли не на все случаи жизни. Да уж. И еще такой момент, когда вы будете лететь, ребята, сделайте так, чтобы вы изначально сразу же могли его прокачать в 5 и сделать ему, так сказать, систему жизнеобеспечения, допустим, облегченная, в 5 гаек. Это вам нужно, получается, что? Это вам нужно фосфор с запасом, это захваченные сплавы и марганец с запасом, далее все то же самое, плюс проводящая керамика с запасом, проводящие компоненты с запасом, фазовые сплавы с запасом, опытные легкие сплавы с запасом. Опять-таки проводящая керамика и опытные легкие сплавы и сплавы для изготовления зондов. Ребята, нужно с материалами сюда прилетать. Без них, ребята, если прилетите, вы, скажем, прокачайте там на какую-то гайку, зафиксируйте ее, ну, закрепите чертеж, я имею в виду, вернетесь в пузырь, и что у вас будет, вы сможете делать только лишь то количество гаек, которое у вас будет открыто, а это, ребят, нехорошо. Гайки с расстояния, ну, то есть, допустим, на удаленке гайки не прокачиваются, и отношения не прокачивается. Вот так вот. Ну что я вам скажу, лететь, конечно, далеко, долго и все остальное, но если вы хотите сделать себе топовую анаконду в плане прыжка, да и любого исследователя, то облегчение систем жизнеобеспечения D-класса вам нужно в любом случае будет. И здесь этот парень может дать вам это. И, конечно же, материалы, конечно же, корабль подготовить надо сюда, чтобы лететь, и грузовые стеллажи, чтобы были, ну там 32 тонны вам хватит, там всего лишь 25 единиц спасательных капсул завести надо, но все же, друзья... Лучше лететь на большом корабле на Анаконде, потому что с другими инженерами будет немножечко по-другому. Некоторым здесь завозить нужно прям много чего. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там их много, то ли 460, то ли еще сколько. В общем, каждый день они выходят, выходить будут еще так довольно долго, потому что контента тут просто не сосчитать, и учитывая то, что еще вышла Одиссея, тесты, перетесты, все меняется и так далее. И еще.
Вас будет ждать в описании 21 плейлист. Да, это примерно 1/5 от всего, что я отснял. Там обзоры кораблей, топы кораблей, вооружение, материалы, стражи, данные, торговля, интересные места, наземные миссии, ручные инструменты. Ребята, много чего интересного, поверьте. Но все же общая информация находится в одном большом плейлисте по элитке. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр и искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в доту. Ох ты ё! Хоть в КС-ку, хоть в дотку доигрался. Плюс, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.